Друзья, всем привет! Сегодня я покажу контрастность разогревающей эмульсии. Ручки на животик положи, чтобы не задеть, да, то ты вдруг рукой заденешь ногу, потом дотронешься до лица. Здесь будет яркий разогревающий эффект, яркая гиперемия, что не является аллергией, помогает в работе, в массаже. Не нужно долго разогревать поверхность тела. Наносится под любое массажное средство, под масло, гели, кремы массажные. Сейчас я проработаю одну ногу. Посмотрим, какой будет эффект. Мы уже с Таней пробовали и охлаждающую, и разогревающую эмульсию. Но сейчас передняя поверхность бедра тоже. Вот она начинает уже проявляться. Так тепло, прям хорошо. Сейчас, секундочку. Сюда сразу охлаждающую нанесу эмульсию. Все эмульсии в описании к видео есть. Их можно приобрести, тоже посмотрите. Все это есть в описании к видео. Можно заказать с доставкой. Вот сюда охлаждающую наношу. Старайся ножку расслабить. Костяшками я больше люблю работать, более эффективно. И ты, наверное, чувствуешь, что более глубоко, да, чем я буду пальцами работать. Когда есть отек в зоне голени, то важно прорабатывать стопы, икроножную мышцу. Такая тут чувствительная. Угу. Не щекотно? Сейчас нет. Угу. Я себе эти дни на ноги все время охлаждающую эмульсию наношу, потому что жарко. И когда работаешь там, в саду, я хожу, думаю, ну все, надо нанести. И ощущение такое приятное. Вот здесь гиперемия появляется. Хорошо так, наверное, охлаждающую, когда 12 часов на ногах постоишь, надо поработать. Да. Сразу легкость, отток лимфы, венозной крови, профилактика варикоза. Как тонус дает. Но отечность точно уменьшает. Это я всегда знала, поэтому и захотела создать такой состав. В разогревающую эмульсию. Тоже такие сосудистые ингредиенты, как экстракт каштана добавила, который будет, опять же, как венотоник действовать. Ну, такие, если быстрые движения делать, они более поверхностные. Ну, так, пошатать клиента. А вот это уже более сильные, глубокие, да, ты чувствуешь. Ну, потому что медленные. Можно глубже проработать. При отеках, да, поверхностные движения актуальны, когда есть сильная отечность. Можно нанести охлаждающую эмульсию. Вот такие вибрирующие движения. Но я такими редко работаю, потому что они все-таки стимулируют нервную систему, активизируют. А мне хочется, чтобы были сильные, глубокие движения, но в то же время, чтобы клиент на массаже мог расслабиться. Вот эту зону тоже нравится. Здесь, да, отечность у всех всегда создается активная. Не из-за того, что здесь лимфоузлы или еще что-то, просто когда мы на ногах стоим,
под действием гравитационных сил все вниз у нас стремится, вся жидкость, поэтому здесь отечная зона. Внутренняя поверхность бедра имеет меньше мышц, и когда мышц меньше, всегда более чувствительна. По мышцам не так больно делать. Вот она, гиперемия. Сколько минут? 5 прошло. Тут прям чувствуется очень. Угу. Нет, конечно, задания у меня, чтобы за один раз сеанс проработать как можно глубже и сильнее, и показать, что вот как я могу, ничего страшного, потерпите. Ну, конечно, нет. Ты говоришь, что тебе чувствительно, я стараюсь сделать слабее. Зачем лишний гормон стресса для клиента? Где-то, да, может быть чувствительно, болезненно, но не постоянно. И когда делаю массаж, я чувствую, ну да, физически я работаю на ногах с помощью охлаждающей эмульсии, но внутренне я получаю такой вот баланс, балансируюсь, гармонизируюсь. В тот момент, когда у меня мысли вот здесь и сейчас, они направлены только на процедуру массажа. И, конечно, когда делаю массаж, я предпочитаю молчать, концентрироваться на именно самой процедуре, на собственных движениях, на мышцах клиента, чтобы хорошо их почувствовать. Даже иногда прикрываю глаза, чтобы лучше чувствовать мышцы. То есть для меня это такая определенная тоже медитация, работа внутренняя, собственная, чтобы не быть в мыслях где-то, в каких-то собственных проблемах, каких-то нерешенностях, а именно быть в процессе вместе с клиентом. И, конечно, это все транслируется. Клиент это чувствует очень. Когда внимание мастера внутреннее направлено на клиента, на здесь и сейчас. Научиться массажу, массажным движениям, технике очень просто. Но научиться осознанному, такому осознанному массажу достаточно тяжело. Здесь, конечно, необходима внутренняя работа над собой. Чем я, конечно, и занимаюсь в свободное от работы время. Ну, вот здесь нету такого покраснения, хотя я эмульсию тоже нанесла в таком, не скажу, что в маленьком количестве. Ну вот гиперемия, контраст такой видна здесь. Вот никотинки. То так как я распределила ее, она точечно, как в прошлых видео, не видна. Здесь охлаждение, даже я трогаю здесь, смотри, здесь я прислоняю руку, тебе кажется, что моя рука холодная, да? Да. Здесь я прислоняю руку, тебе кажется, что моя рука горячая. Так как здесь, у меня наоборот ощущение, что здесь холодно, а здесь горячо. Потому что здесь разогрев достаточно мощный, глубокий, здесь охлаждение. Можно проработать, например, икроножную мышцу, ножку так поставить. Такой легкий достаточно способ для мастера отдохнуть, поработать с икроножной мышцей.
Почему работать медленно тоже люблю. Более глубокую проработку это дает и большую какую-то осознанность. Я тогда могу ощущать, что я делаю, ощущать обратную связь от клиента, именно мышечную. Это как есть, употреблять пищу быстро, заглатывая ее, не жуя, либо ты ешь осознанно, медленно. В массаже то же самое. Поэтому, конечно, я предпочитаю более медленный массаж. Это не релакс, это не поглаживание, от него тоже бывают синяки. Если неадекватно мастер реагирует на ощущения клиента, тогда, конечно, будут синяки. Они могут быть достаточно большими. Ну, небольшое наличие синяков приемлемо, когда они единичные. Как ощущение-то? Хорошо, приятно. Так икроножная мышца лучше расслабляется, чем когда ты лежишь на животе. Ты не чувствуешь этого? Мне многие клиенты говорят, что именно в таком положении как-то икроножная мышца расслабляется лучше, чем когда ты на животе, и я ее прорабатываю. Нет у тебя лично такого ощущения? Или тебе и так расслаблено? И так хорошо. И так, и так. Ножку ровно, прям расслабляю так. Ну вот контрастность, да, вот с другой ногой можно сравнить. Горячая, здесь не очень горячая нога. Здесь такая яркая гиперемия, здесь нет. Сейчас перейду к другому бедру. Хорошо, приятно. Да? Именно правая нога, да? Да, правда, ноги сейчас прям очень хорошо. Правая нога говорит спасибо. Левая пока в предвкушении благодарности. Ждёт. Тоже наношу сначала разогрев, немного работаю, организуется приток крови к поверхности, выход крови из глубоких артерий и вен. Она поднимается к поверхности подкожной жировой клетчатки, при антицеллюлитном массаже актуально. И клиент в это время может чувствовать такую прохладу внутреннюю, потому что кровь поднимается к поверхности. Щекотно прям. Здесь у меня рана это на пальце, это растение, ожог. Да, надо повнимательнее, интереснее. Да, я думала, что это крапива так обожглась. Оказался этот борщевик. Я не знала, что он такой опасный. Вот здесь прям сильнее, чем на этой ноге. А потому что не разогрелась еще. Когда эмульсия начинает активно работать, это минут 10, 5-10 минут, то ощущения боли нету, и можно работать очень глубоко. И эффективность массажа повышается, потому что клиент не чувствует такой боли. Ну, для суставов тоже полезно. Знаешь, есть скипидарные ванны. Я поэтому и добавила в состав скипидар. Ай-яй. Сейчас охлаждение нанесу. Сейчас пока разогреется, оставлю. Она наберет свою мощь и силу, и когда я уже вернусь к этой зоне, уже не будет так больно. Нужно просто немного подождать, пока никотиновая кислота начнет работать.
Сейчас закончу работать и нанесу себе тоже охлаждение на икры. Жарко. Ну да, сейчас вообще жара, и чтобы не было натека, был отток хороший. Ну, как профилактика тоже. А когда долго за рулем едешь, что же не Ну, вообще, когда долго сидишь или долго стоишь на ногах, это плохо для вен. На 30% повышается нагрузка на вены. Когда ты ходишь, формируется хороший дренаж. То есть вот этот вот момент, когда ты наступаешь, идет вибрация и такой как бы легкий удар. Это стимулирует наши лимфатические сосуды и капилляры. Опять же, мышечная работа, сокращение мышц тоже стимулирует дренаж. А когда сидишь долго или стоишь, это, конечно, идет нагрузка. И опять же, кто в офисе работает, сидя, тоже будет актуально это охлаждение. Сейчас масла немного нанесла. приятно пахнет? Это масло, наверное. Или ты имеешь в виду ментол? Ментол. Угу. Чувствуете? Ну, там масло. Чувствительно сейчас, да, послабее. Чуть-чуть подвину. Он тоже полегче, но все равно чувствуется. Угу. Но я посильнее делаю, потому что разогрелась мышца, тело разогрелась, поверхность, и чувствительность снижается. Я помню, тоже делала самомассаж банкой по эмульсии, по какому-то крему или гелю, не помню, с никотинкой. И тоже болезненность очень сильно снижается. То есть так тебе приходится долго работать, минут 15, чтобы чувствительность ушла, чтобы тело адаптировалось. А при нанесении средства с хорошим содержанием никотиновой кислоты, здесь процент тоже важен, и те компоненты, которые идут вместе с никотинкой, которые будут усиливать ее действие, снижается чувствительность, можно прям, знаешь, сразу после 2 минут, 3 уже нанесения работать глубоко. И ты время свое не тратишь впустую. Уже глубоко можно прорабатывать. Вот так баночный массаж, да. Прям сразу банкой. А как ты регулируешь банку, если ты сам себе делаешь, допустим, этой банкой? Порегулирую Ну, то, что ты говоришь, глубоко, не глубоко. по ощущениям. А так, либо я ее сжимаю сильно, банку, да, и потом ставлю, и создается вакуум либо сильный, либо слабый. От этого зависит уже ощущение. Если кожа втягивается сильно, то вакуум сильный и больнее будет. Здесь зависимость еще как водить банкой. Быстро, медленно, сколько масла. От многих факторов. По мышце или водить, например, где мышц меньше. Тоже ощущение. В разных зонах по-разному. Есть видео, да, по массажу банкой. Есть, да? Да, да. Ладно, я тебе посмотрю. Банкой можно везде работать. На внутренней поверхности. Ну, вот актуально при самом массаже никотинку нанести, средство никотиновой кислоты подождать 5-7 минут, потом, 10 можно, потом нанести уже масло и начать работать банкой.
Все, друзья, я с вами прощаюсь. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Приобретайте разогревающую, охлаждающую эмульсию, облегчайте себе работу, добивайтесь успехов в профессии, в жизни. Всем пока, всем удачи!